Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Yeah. So, should we wait? Точнее, пробуем. Начинать можем уже, да? I think we can start because it's 7 o'clock already. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are in which verse? 34? 2:31. 31. Mm-hmm. We have to do 31. Yeah. Okay. Swadharmam api chavekshya na vikampitum arhasi dharmyadhi yuddhach shreyonyat kshatriyasya na vidyate. 2 глава, текст 31. Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться за устой религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебаний. Should I read the purport, the whole purport? Комментарий. В системе 4 сословий представители второго сословия, которые призваны править государством на основе законов религии, называют кшатриями. Кшат значит вред. Человека, который защищает других от тех, кто причиняет им вред, называют кшатрием. Третье значит защищать. Кшатрии упражнялись в военном искусстве и охотясь в лесу. Обычно кшатрий отправлялся в лес, находил тигра и вооруженным мечом сражался с ним 1 на 1. Когда тигр испускал дух, его возлагали на погребальный костер и с царскими почестями кремировали. Цари кшатрии Джайпура и по сей день следуют этому обычаю. Кшатрии специально учили тому, как вызывать противника на бой и сражаться насмерть, ибо в некоторых случаях по законам религии необходимо прибегать к насилию. Поэтому кшатрии не должны принимать саньясу, отрекаться от мира. Ненасилие в политике допустимо как дипломатический ход, но его нельзя возводить в принцип. В своде религиозных законов говорится «Ахавешу метхоньюньям джигам санто махикшита юдхамана парам шактя сваргам янтя паран мукхам ягешу пашаво браман ханянте сататам двиджай самскрита кила мантрасча тепи сваргам авапнуван». Царь кшатрий, погибший на поле боя во время поединка с другим царем, своим соперником, попадает в рай. Даже после смерти попадают и брахманы, которые совершают жертвоприношение, принося на жертвенный огонь животных. Таким образом, тот, кто убивает врага на поле боя в соответствии с религиозными предписаниями или сжигает животных на жертвенном огне, не совершает насилия, ибо эти поступки соответствуют законам религии и несут благо каждому. Животное, принесенное в жертву, сразу после смерти получает человеческое тело, не проходя долгий эволюционный цикл. А кшатрий, убитый на поле боя, попадает в рай, так же, как и брахман, совершающий жертвоприношение. Существует 2 вида свадхармы или обязанностей, предписанных шастрами. Тот, кто еще не освободился из материального плена, должен выполнять предписанные ему обязанности, следуя религиозным заповедям. Это поможет ему обрести освобождение. А когда человек обретает освобождение, его обязанности, свадхармы, становятся духовными и выходят за рамки материальных, телесных представлений о жизни. Пока брахман или кшатрий находится на уровне телесных представлений, он должен выполнять свои обязанности неукоснительно. Свадхарму человека определяет сам Господь, о чем будет сказано в 4 главе. Материальный аспект свадхармы называется варнашрама-дхармой, который представляет собой систему общественного устройства, помогающую человеку постичь свою духовную природу.
Человеческая цивилизация начинается с варнашрама дхармы, обязанностей, предписанных человеку в соответствии с гунами природы, влияющими на его тело. Выполняя обязанности, предписанные свыше, какими бы они ни были, человек постепенно прогрессирует и достигает более высокого духовного статуса. Hare Krishna. Very interesting purport today. Сегодня очень интересный комментарий. Before I ask the questions, I want to just comment that how this violence for Brahmanas was allowed because the horse or the cow being sacrificed, they would get a human body. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я хочу небольшой комментарий сделать на тему того, что корова или конь, приносимые в жертву, на самом деле получали от этого большое благо, потому что они в следующей жизни получали человеческое тело. And both the Kshatriyas fighting in the war and giving up their bodies for a religious cause, and Brahmanas who killed animals in the sacrifice, both of them were elevated to heavenly planets. И другой момент, на райские планеты попадали как кшатрии, которые погибали в праведной битве, так и брахманы, которые приносили жертву животных. Okay, so the question is, what are the two kinds of swadharma? Вопрос такой, какие два вида свадхармы существуют? Swadharma means a religious duty. There are two types of religious duties. What are they? Свадхарма – это обязанности, предписанные человеку или религиозный долг, и они бывают двух видов. Пожалуйста, назовите их. Yes, who will say, Sachitanya Prabhu, what are the two kinds of religious duties we have? Джашнай Прабhu, к вам вопрос. One is material and one is spiritual, right? Two types of duties. Два вида обязанностей – это духовная обязанность и материальная обязанность, правильно? So as long as we are materially attached, then what is our duty? What are material duties? Пока мы еще не освободились из материального плена, какие обязанности мы должны выполнять? Вам меня слышно, да? Сейчас слышно. Спасибо. Существует два вида свадхармы или обязанностей, предписанных шастрами. И, я так понимаю, это определяется варнашами дхармой. Варна и ашрами. As you mentioned, there are two kinds of svadharma, and in conditioned state, one should perform his duties prescribed by Varnashama Dharma, his material duties. According to his body, right? Да, particular duties connected with that. Обязанности, связанные с телом, которое у него есть. And when one is liberated, А в состоянии, когда человек уже обретает освобождение, в состоянии, которое освободился, то уже санатана дхарма. When one is liberated, he follows his duties of Sanatan Dharma. okay. Spiritual, okay, eternal thing, whatever, a service to Krishna. So, what should devotees do? Да, то есть он выполняет свои обязанности, связанные с служением Кришне. А что касается преданных, они какую деятельность должны выполнять? Should we do material duties or spiritual duties? Какие обязанности? Духовные или материальные? Надо стараться находить баланс. Пока мы в этом теле, нам нужно
предписанные обязанности выполнять в соответствии с варными ашрами, и также стараться, и также выполнять духовные обязанности. Devotees should try to strike a balance. They should follow the material duties under the Varna and Ashram, and their spiritual duties also. Okay, but how do they decide what are their material duties? А как преданному понять, в чем заключаются его материальные обязанности? Но они определяются вот его либо наклонностями поварами, то есть какие у него наклонности, какие гуны. They can be determined by his inclinations, what varna he has, what modes are influencing him. Также который определяет духовный тоже уровень. And there are also spiritual duties according to his spiritual level. Зависит от периода жизни определенного. It depends on the period of life he is in. So normally, many devotees think they are already transcendental. Многие преданные думают, что они уже находятся на трансцендентном уровне. Right? And they think, I don't need to do material duties. И они думают, что им уже не надо материальные обязанности выполнять. Or they give either too much importance to material things, or they give too much importance. I mean, spiritual things, when we are not yet liberated, we have to do both parallelly. Необычно они впадают в крайность, или они целиком погружаются в выполнение материальных обязанностей, или же, наоборот, выполнение духовных обязанностей, но при этом они еще не находятся на уровне освобождения. На самом деле нужно параллельно и те, и другие обязанности выполнять. Only then we will easily become liberated. Только тогда мы без труда сможем обрести освобождение. Because, I had this question when I was, a young mother, and we had to do a lot of programs and everything. And there was home duties as well as, programs and cooking for the devotees and so on. So I wrote, please translate. У меня, когда я была молодой матерью, вот этот вопрос остро стоял, потому что нужно было, с одной стороны, делать домашние дела, ухаживать за детьми, а с другой стороны, нужно было проповедовать, потому что у нас проходили программы, нужно было к ним готовиться, готовить для преданных. So sometimes it would clash. И иногда эти обязанности вступали в конфликт. There would be, clothes to be dried, something else to be done, and then I had to cook for the devotees and so many things like that. There would be clash. То есть нужно было там одежду развесить на просушку, и в это же время нужно было готовить для преданных, и непонятно было, как все это совмещать. And of course, my children also, but that did not clash so much because I would make sure that I finished taking care whatever I had to do for them. Что касается детей, здесь не было проблем, потому что о детях я хорошо заботился, все, что нужно, я успевала делать. So then I wrote to my Guru Maharaj and asked, which is more important, the household duties or the preaching duties? Тогда я написал своему Гуру Махараджу вопрос, что более важно, домашние обязанности или обязанности, связанные с проповедью? And my Guru Maharaj replied that you should do both. Гуру Махарадж сказал, и то, и другое важно. You should be like Draupadi, who satisfied 5 husbands. So like that, you should satisfy all your duties, everything. Должна быть как Драупади, у которой все 5 мужей были довольны. Также и ты должна выполнять все свои обязанности, чтобы все были довольны. So material duties are also important when we are not yet liberated because it helps us to make spiritual progress. Выполнение материальных обязанностей тоже очень важно на том этапе, пока мы не достигли освобождения, потому что это помогает нам духовно прогрессировать. We lose that attachment more and more when we do it in a mood of service and duty. Когда мы свои материальные обязанности выполняем из чувства долга, мы
постепенно развиваем к ним непривязанность. So how does one decide what one's Svadharma is? Prabhu said that according to, your inclination, but who will decide that? Because we cannot see sometimes about ourselves. И как же определить свадхарму? Шашнай Прабhu сказал, что вот по наклонностям человека, но проблема в том, что не всегда человек сам может объективно оценить свои наклонности. Who will decide whether we should get married or not, or what job we should do, what service? Кто нам подскажет, что делать, жениться или не жениться, идти на работу или не идти на работу? Есть старшие, если наставник есть, гуру. We have our seniors, we have our counselors, our guru. Yeah. So we must, consult. Да, и надо с ними советоваться. And how can we practically balance between our material and spiritual duties? Как на практике можно, как в реальной жизни достигается баланс между материальными и духовными обязанностями? Because sometimes we may concentrate on one aspect and we may miss out on the other. Потому что иногда мы на чем-то одном сосредотачиваемся, а другими вещами пренебрегаем. And some people do more of material and some people do more of spiritual. Кто-то склонен больше в материальные вещи погружаться, кто-то в духовные. And then they face some problems. И из-за этого возникают проблемы. Either they are materially frustrated or spiritually they're not developing. Или же возникает разочарование в материальных вещах, или же затрудняется духовный рост. Well, we see that here Arjuna, he thought that he is very, he will just renounce everything. And he will become... Хотел отречься от всего. And Krishna, and said, he was trying to escape his material duty. Пытался уклониться от выполнения своих материальных обязанностей. And Krishna said that even as a Kshatriya also, your duty is to fight. So you cannot escape it. И Кришна сказал, у тебя не получится избежать твоих обязанностей, потому что как кшатрий ты обязан сражаться. So how do we really find this balance? И как нам найти этот баланс? Okay, Dayal Prabhu. Даял Прабhu. Хари Кришна, Маджа Према Падмини. Во-первых, нужно исполнять материальные обязанности, которые просто, если не исполнять, то будут проблемы. И находить время, то есть это какие-то неотложные такие проблемы решать, но делать это в сознании Кришны, то есть делать для Кришны как бы. First of all, we should perform our material duties, especially some pressing needs, because if we do not do this, that it will cause problems, and we can do this in Krishna consciousness spirit. Okay, but to do that, we need Krishna consciousness, right? Да, но чтобы делать это, мы должны быть в сознании Кришны. Да, в сознании Кришны. И находить, конечно, время для того, чтобы изучать шастры, и проповедовать. And we should also find time to study Shastra and to preach. Я заметил, что проповедовать можно по ходу дела, например, когда иду какие-то вопросы решать в обществе, то я беру с собой всегда книги, просад, и я всегда людям предлагаю книги, и неважно, как они там относятся, но в любом случае я им показываю. My experience that we can combine our material duties in preaching. For example, whenever I am interacting with various people, I have books with me and I
offer them books. No matter how they react, I try to preach to them. Вот. И дела решаются, какие-то делаются, и заодно идет проповедь, распространяется книга. Ну, в зависимости, конечно, от места, времени, обстоятельств. And by that, I solve some material problems and simultaneously preach. Of course, I consider time, place, and situation. Okay. Yeah. And the other thing is we can also write down every day what is the timetable, how are we going to, what activities should be done. In that way, we can also make sure that we find time for everything. Еще другой хороший способ помогает выполнять материальные обязанности. Это в начале дня написать на листе бумаги, что сегодня нужно делать. И тогда проще будет найти время, что все эти обязанности выполнить. I find that once you write it down and you keep ticking as you finish each one, everything gets done in no time at all, and you accomplish everything. Я обнаружил, что если записывать такой список дел, составлять и потом сделать дело, вычеркивать, то как-то очень быстро все эти обязанности выполняются. Both material and spiritual duties. Причем это относится и к материальным, и к духовным обязанностям. Has anyone also do that? Does anyone else do also do? У кого-нибудь есть такой опыт? Кто-нибудь может поделиться? Вот тоже сейчас в последнее время тоже активно стал это делать, потому что ты не успеваешь, и очень много дел, когда такой многозадачная среда, приходится как-то свою жизнь налаживать, то есть нужно ты какой-то график там составлять себе, иначе не получается. I recently started to do this because I'm functioning in a multitask environment. I don't have time to do everything, and this is the only way to somehow manage all my duties. It is very helpful. Okay. And why is violence performed by the Brahmana and Kshatriya in the course of their duties rewarded? Because violence... Дальше вопрос. Продолжаем. Почему брахманы и кшатрии получают благо, если прибегают к насилию, исполняя свой долг? Because the Brahmana, both of them get the heavenly planets. Смотрите, и брахманы, и кшатрии, которые выполняют свои обязанности, отправляются в рай. Может быть, попросить кого-то из техников, других? Maybe you can ask, there are other devotees. Yes. Vrindavan Viharini Mataji. Кришна. Ну, они, выполняя свою варнашрамадхарму, садхарму, они попадают в рай, соответственно, выполняя свои обязанности. They perform their duties under their Svadharma and thus attain heavenly planets. Yeah. What happens to killing? A Kshatriya, he kills, people. And then what happens? Если говорить об убийстве, кшатри убивает врага, что происходит дальше? Ну, если кшатри убивает врага как кшатри, как, ну, допустим, военный, как солдат, он выполняет приказы вышестоящего руководства и выполняет свой долг, по сути. For example, modern kshatri is a military man if he is killing under the order of his commander, so then he is performing his duty. Yes, but in earlier times it was for religion, for establishing religious principles. So then that was directly, he would go to the heavenly planets.
Ну да, это так, но раньше, дело в том, что раньше войны велись за религиозные принципы, и кшатри, погибший на поле битвы, попадал на райские планеты. Because there are some terrorist states who simply attack other countries. I don't know if those, military men who are working for those kind of leaders will go to the heavenly planets. Что касается современных реалий, есть целые террористические государства, которые нападают на другие государства, и есть сомнения насчет того, куда попадают вот эти солдаты после смерти. And and Brahmanas, when they sacrifice animals, what happens to the animals? Ну, теперь о брахманах поговорим. Когда брахманы приносят жертву животных, какая участь этого животного ждет дальше? В современных реалиях нет чистоты браманов, да, нет чистоты необходимых для жертвоприношения продуктов, и, соответственно, нет чистоты повторения мантр, соответственно, нет чистоты браманов, и, соответственно, животные, которые приносятся в жертву, они, ну, наверное, они какое-то благо могут получить от собственного убийства, но вот браманы, ну, вряд ли от такого жертвоприношения какая-то польза кому-то будет. If speaking about nowadays, brahmanas, they are not so pure, their chanting is not so pure, so maybe sacrificed animal is gaining some benefit, but the brahmanas itself are hardly gaining any benefit. Yes, no, it is not allowed in Kali Yuga. Kali Yuga sacrifice is not allowed. Ну да, поэтому вообще в Кали-югу запрещены жертвоприношения. Because they cannot give the animals a human birth. Сейчас нет уже брахманов, которые способны обеспечить хорошее следующее рождение убитому животному. Ну, And they did that just to check whether their mantras are powerful. Are pure, because when they recited the mantras properly, then the animals would get human life. Ну и потом вся идея была в том, чтобы убедиться, чтобы брахманы могли убедиться, что их мантры работают, и они видели, как животное получало человеческое рождение. Okay. Okay, we go to verse 32. So you know the reward that they get. What is the reward that they get? И какое благо они обретают в итоге и те, и другие, и брахманы, и кшатрии? Тут написано, что кшатри, убитый на поле боя, попадает в рай, так же, как браман, совершающий жертвоприношение. То есть и животное получает человеческое тело, и браман, который выполняет это жертвоприношение, и кшатри, они получают благо, выполняя свой долг идеальным образом. It's mentioned here that Kshatriya kills on the battlefield, attains the heavenly planets, as do the Brahmanas who attain them by offering sacrifice. And regarding this sacrificed animal itself, it attains human body. И выполняя обязанности, предписанные свыше, они обретают более высокий духовный статус. And by performing their duties, they attain a higher spiritual status. Higher material status. Более высокий материальный статус. Какой это абзац? Конец последнего абзаца. In the last funny thing, in the last line of the last paragraph, it's mentioned that they're elevated to a higher status of life, and in Russian translation, it's mentioned that they attain, they are elevated to a higher spiritual status of life. It's not there in the English text. In English, it's just a higher status of life. Честно, что в английском нет, что более высокого духовного статуса, там просто более высокого статуса. Because heavenly planets is
okay, they're more in the mode of goodness, and maybe they also can understand spiritual truths better, but it is not considered a spiritual this thing. Higher status is material higher status. Ну, это здесь похоже на ошибку-то, это от себя, как переводчик говорю. Здесь речь идет о том, что человек достигает райских планет, это не духовный статус, это более высокий материальный статус. And it is true for everyone that if they perform their duty like that, for the pleasure of Krishna, like that, they do it, they can also elevate their, they can get a higher status of life. A high spiritual status or just a high status of life? No, higher material status of life. И если человек при этом выполняет обязанности, предписанные ему, он достигает более высокого статуса. Because going to the heavenly planets, I mean, that also includes better consciousness. Ну, более высокий статус также, естественно, подразумевает более возвышенное сознание. Because, for example, sometimes what happens, some Matajis, they say that, you know, if my husband is not a devotee and if I serve him, well, then what will happen to me? It's very difficult. Maybe I should, you know, only do my spiritual activities. Довольно распространенная ситуация. Матаджи преданная, муж не преданный, и она говорит, ну, я не могу всю себя посвящать служению мужу, потому что он не преданный, я же должна еще выполнять свои духовные обязанности. But even if the husband is not a devotee, if a husband is devotee, then you will get spiritual benediction. Если муж преданный, то жена, служаемая, получает духовное благо, это очевидно. But if the husband, if he's not very fallen, and the wife takes care of him, then she'll get, because she's doing her duty, she will go to the heavenly planets. Если муж у нее не преданный, но с другой стороны не то, что совсем опустившийся человек, просто не преданный, то жена, служаемая, имеет возможность потом вознестись на райские планеты. And of course, if she's also doing spiritual activities, then she'll also get, I mean, if she gets liberated through spiritual activities, then of course she doesn't have to take birth if she's a devotee. Но если она при этом еще занимается преданным служением, и then she is liberated and she can go back to Godhead. Если она при этом занимается преданным служением, то у нее появляется возможность обрести освобождение и вернуться к Богу. Mataji, can I ask a question on my behalf regarding Kshatriyas? It is mentioned that if Kshatriyas are fighting for religious cause, they get promotion to higher planets. How can two opposing Kshatriyas both fight for the religious cause? It seems that one is fighting for the religious cause and the other one is fighting against the religious cause, like in the situation with Kauravas and Pandavas. Вопрос я от себя задал. Говорится, что кшатрии, которые сражаются во имя религии, погибают, возносятся на райские планеты. Как могут две противоборствующие стороны сражаться во имя религии? Значит, получается, одна за религию, другая против, как в случае Пандавов и Кауравов. Yeah, so what is the question? The question is, when Kshatriyas die on the battlefield, it seems that only one party is fighting for the religious cause, because two opposing parties cannot fight both for the religious cause. So only one party is getting promotion to higher planets, or how it happens? Yes, because you're seeing in the battlefield, a king, while fighting another king, envious of him. So that means if somebody is attacking you, you should not simply go and fight a war. Either because in defense, somebody is attacking you, then if you're protecting yourself, that is a right cause, then you will go to the heavenly planets. Здесь где-то, видимо, в комментарии было, сейчас не могу найти. Царь Кшатрий, погибший на поле боя во время поединка с другим царем, попадает в рай. То есть
на царя другой царь нападает, который питает к нему вражду, и если этот первый царь обороняется, то есть он тогда, так сказать, за праведную цель сражается, и он тогда, если погибает, отправляется в рай. So it seems that the attacking Kshatriya, if he dies, he is not promoted to heavenly planets because he is... No, he is not. He is doing it out of some selfish reason, for just aggrandizement. So he will not go. А другой кшатрий, который напал на этого первого кшатрия, он напал просто, там, по каким-то материальным причинам ради того, чтобы одержать верх, он тогда не попадает, может не попасть на райские планеты. Only in the case of Mahabharata, where both the, Duryodhana's party was attacking, they were not on the right. But still, because Krishna was on the battlefield, even they went to the heavenly planets because of Krishna's presence. So it was very auspicious that they died seeing him. Единственное исключение — это были события, описанные в Махабхарате, где на райские планеты вознеслись и хорошие кшатрии, и плохие кшатрии страны Дурьодханы, но там это было связано с тем, что они умерли в присутствии Кришны, это была очень благоприятная смерть, и просто заодно это они тоже вознеслись на райские планеты. Shall we go to the next verse? Yadrichaya chopapannam swargadvaram apavritam sukina kshatriya partha labante yuddhamidrisham. 32 текст. О Партха, счастливы те кшатрии, которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата рая. Комментарий. Как учитель всего мира, Господь Кришна осуждает поведение Арджуны, который заявил: «Я не вижу ничего хорошего в этом сражении. Приняв в нем участие, мы обречем себя на вечные муки в аду». Слова Арджуны являются лишь следствием невежества. Выполняя свой долг, он хотел при этом избежать насилия. Однако кшатрий, который, находясь на поле боя, пытается избежать насилия, выглядит очень глупо. Парашара Смрити, в своде религиозных законов, составленном великим мудрецом Парашарой, отцом Ясадевы, сказано: «Кшатрио хи праджа ракшан састрапани прадандаян нирджитья пара саньяди кшатин дхармена палает». Долг кшатрия — защищать своих подданных от любых бедствий. Для этого он, когда необходимо, обязан применять насилие, чтобы сохранить законность и порядок. Поэтому он должен разгромить армию враждебных ему царей и править миром во всем руководстве заповедями религии. Таким образом, у Арджуны не было никаких причин отказываться от сражения. Победив врага, он будет наслаждаться царствием, а погибнув в бою, попадет в рай, врата которого широко открыты для него. И в том и другом случае, вступив в сражение, он только выиграет. I was just thinking, if just fighting in a war will make you go to heavenly planets, then everyone will keep attacking and say, okay, I want to go to heavenly planets, I'll attack people. Сейчас подумалось, что... Can you paraphrase your thought? Huh? You want me to repeat? Yeah. No, I said that if anybody fighting a war can go to the heavenly planets, then everybody will start attacking, fighting wars all the time, saying that I want to go to the heavenly planet. Подумала сейчас, что если бы все, кто погибли на поле битвы, вот абсолютно все попадали в рай, то сейчас войны шли бы повсюду, потому что все бы хотели вознестись в рай таким образом. So it is only, here it says, if, it is also mentioned that if war is permitted when people are not being properly trained by the king of a state and another king may attack him. Like that. So say some kings are not doing their duty properly, then a stronger king can attack him so that he can protect the citizens. The attacking king can give shelter to those citizens. Так что, не любая война является законной. У царя есть долг защищать своих подданных. И если он этот долг не выполняет, то плохо защищает своих подданных, плохо заботится о них, то другой царь имеет право напасть на него, чтобы в конечном счете эти подданные получили благо.
Because the most important thing was that the people should be helped to make spiritual progress. And if a king did not do that, then he was failing in his duty. Основная идея была это благо населения, чтобы люди, чтобы подданные царя могли духовно развиваться. Если какой-то царь не обеспечивает для этого условия, это означает, что он не справляется с своими обязанностями царя. Okay. The question is, Arjuna had given the argument earlier in Bhagavad Gita 1.30, in the first chapter. He had said that he will go to hell by fighting and killing in the war. How did Krishna defeat Arjuna's argument? Ранее, в 36 стихе 1 главы, Арджуна говорил, что сражаясь, убивая на войне, он может отправиться на адские планеты. Как Кришна опроверг этот аргумент Арджуны? Arjuna thought that by fighting he will go to hell, and Krishna defeated that. How did he do that? Vladimir. Владимир Прабhu, ответьте, пожалуйста. То есть Арджуна говорил, что в ад мы отправимся, а Кришна опроверг этот аргумент. Каким образом? Харе Кришна, ну, я могу предположить, что просто разные уровни дхармы есть, разная вот, ответственность за разные как бы дхармы. То есть, да, есть то, что там, убивая родственников, ты попадаешь там в ад, но у Арджуны были более высокие обязанности, которые нужно было следовать. Это нужно выполнять ему роль как кшатрия и защищать, сражаться. I guess that the point is that there are different levels of dharma. It's true that if one is killing his relatives, he would go to hell, but Arjuna had a higher duty of fighting for the right cause. So Krishna was saying, if you don't fight, you'll go to hell, not by fighting. Ну да, и Кришна ему говорил, что не если ты будешь сражаться, ты пойдешь в ад, а если ты не будешь сражаться, ты пойдешь в ад. Okay. Shall we go to the next verse? Text 33. Atachetvam imam dharmyam sangramam na karishyasi tatah swadharmam kirtim cha hitva papam avapshyasi. Стих 33. Но, отказавшись сражаться, ты навлечешь в себя грех пренебрежения своим религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Комментарий. Арджуна был знаменитым воином, он стяжал славу в сражениях со многими великими полубогами, среди которых был даже Господь Шива. Вступив в бой с Шивой, переодетым в охотника, и победив его, Арджуна доставил им огромное удовольствие. Наград за это он получил от Шивы оружие, которое называлось Пашупата Астра. Все знали, что Арджуна был великим воином. Сам Дроначарья даровал ему благословение и вручил чудесное оружие, которым Арджуна мог убить даже своего учителя. Многие великие воины, в том числе и настоящий отец Арджуны, царь полубогов Индра, признали его боевые заслуги. Так что, оставив поле боя, Арджуна не только изменит долгу кшатрии, но и лишит своей славы, потеряет доброе имя и проложит себе дорогу в ад. Иначе говоря, он окажется в аду не потому, что будет сражаться, а потому, что покинет поле боя. So, what was the other way that Arjuna would suffer by not fighting? One is going to hell. And what was the other way he would suffer? Какие два вида потерь ждут Арджуна, если он решит не сражаться? Первое – это то, что его ждет ад, а второе… Who has to answer? Doyal Prabhu? Второе, то, что он потеряет свою репутацию и уважение у других кшатриев. The second is that he would lose his reputation and respect from other kshatriyas. Okay. Then text 34. Akirtim chapi bhutani katayasyanti te vyayam sambhavitsya chakirtir maranad atirichyate. Стих 34.
Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем бесчестие хуже смерти. Комментарий. Разговаривая с Арджуной как друг и как философ, Господь Кришна выносит сейчас окончательное суждение о решении Арджуны уклониться от участия в битве. Арджуна, говорит Господь, если ты покинешь поле боя еще до начала сражения, люди назовут тебя трусом. Если же тебе все равно, что скажут люди, и ты думаешь только о том, как спасти свою жизнь, то мой тебе совет – лучше погибни в сражении. Для такого уважаемого человека, как ты, позор хуже смерти. Поэтому, чем бежать, спасая свою жизнь, лучше умри на поле боя. Это избавит тебя от позора, которым ты покроешь себя, если злоупотребишь моей дружбой, и позволит сохранить свое доброе имя. Итак, Господь велит Арджуне биться насмерть и не отступать. So imagine, Krishna is saying it's better to die rather than get a bad name. Кстати, Кришна говорит, что лучше погибнуть в сражении, чем опорочить себя. For a Kshatriya. Ну, естественно, это относится к кшатриям. And here there is a note. Fame is very important to Kshatriyas. И здесь есть примечание к этому стиху модуля. Should I read it all? Yeah, please read. Примечание. Слава – удел кшатриев, и она чрезвычайно важна для них. Люди кшатрийского сословия готовы пожертвовать даже жизнью, но только не славой. Примером этому может служить Карна, который расстался со своими защитными серьгами и отдал их Индре. Ранним утром Индра, переодевшись браманом, пришел просить милости у Карны. Карна имел обыкновение проявлять милосердие ко всем, кто бы к нему не обращался, и поэтому он не отказал Индре, дал ему такое пожертвование, которое могло спасти его самого от смерти. Для Карны потерять репутацию щедрого человека было намного страшнее, чем потерять собственную жизнь. Так Кришна объясняет, что Арджуне лучше пасть на поле боя, чем утратить свою репутацию. Yeah, this is only for Kshatriya, not for others. That it's better to die than have a bad name. Ну, естественно, что вот эти слова, что лучше погибнуть, чем опозориться, они относятся только к кшатриям. But because we can see how Kshatriyas like to, before they fight, they want to show off and show off their strength, and all this is very strong in them. У кшатриев вообще такой дух соперничества очень проявленный. Обычно перед сражениями как-то пытаются себя вот так вот показать, свою силу, похвастаться ей. And that is why once what happened during the Mahabharata war, Yudhishthir Maharaj, he was being attacked very severely and he was like almost losing. Во время битвы на Курукшетре на Юдхиштира Махараджа его очень сильно теснили враги, и в какой-то момент он уже почти проигрывал сражение. And so he came inside his, his shibir or his hut just for a little time to recover and then go back. И он ненадолго возвратился в свой лагерь, чтобы отдохнуть, восстановиться и потом вернуться опять на битву. And seeing this, Arjuna became very concerned and he followed Yudhishthir. И когда Арджуна увидел это, он встревожился и последовал за Юдхиштирой. So when Yudhishthir Maharaj saw Arjuna, he thought he had come with some good news that he had defeated the person who was attacking him. И когда Юдхиштир увидел приближающегося Арджуну, он подумал, что Арджуна принес ему хорошие новости, что он одолел вот того кшатрия, который теснил Юдхиштира. But Arjuna said, no, I just came, I was concerned about your life, so I came to see you. Арджун сказал, нет, я по другому поводу пришел, я просто беспокоюсь за тебя, пришел посмотреть, как ты. So Yudhishthira was very disappointed with him. And he told him, Arjuna, what kind of a Kshatriya are you? You should actually give up your Gandiva bow. You should remove it from your shoulders. И Юдхиштира сказал ему, Арджуна, ну что же ты за кшатрий? Пора тебе уже расстаться с своим луком Гандивой. So then Arjuna was shocked because
he had taken a vow that if anybody, that I will never put down my Gandiva bow until I'm victorious in the war. I kill all my enemies. Это поразило Арджуну до глубины души, потому что перед битвой он дал клятву, что не отпустит свой лук Гандиву, пока не победит всех врагов. And if anyone even suggests to me that I should remove the Gandiva bow, I will kill them. И также он пообещал убить любого, кто даже хотя бы заикнется о том, чтобы он сложил оружие. And here his own brother Yudhishthira was saying, you should remove your Gandiva bow. А тут ему брат родной говорит, давай уже клади свой лук. So Arjuna was confused what to do now. I have taken this vow that I'll kill anyone who says this, and now Yudhishthira has said, what do I do? И Арджуна не знал, что делать. С одной стороны, он дал клятву убить любого, кто такой скажет. С другой стороны, все-таки же был его брат. And in those days, anyone takes anything they say from the, something they say, then they follow that. They don't change it. They have to, if they take a promise. Если люди что-то обещали, они выполняли свои обещания. So then, what he did was, Krishna gave him the intelligence that for a Kshatriya, infamy is worse than death. И тогда Кришна вразумил его, но он дал ему понять, что для кшатрия позор хуже смерти. So then Arjuna just, said all kinds of insulting things to Yudhishthira. Вместо того, чтобы убивать Юдхиштхира, Арджуна стал всячески его поносить и оскорблять. He said, what kind of a king are you? What kind of a husband are you? You just sat quietly when Draupadi was being disrobed. What kind of, you're not even a proper man. Он сказал, и царь из тебя никудышный, и муж тоже. Ты даже пальцем не пошевелил, когда раздевали Драупади. And then, of course, Yudhishthira was, he just felt very humiliated and he put his head down. Юдхиштхира просто сидел так вот униженно, все это выслушивал. And then Arjuna, he felt, okay, now I have almost killed him by my words. И в какой-то момент Арджуна понял, ну все, я фактически уже его убил своими словами. And then he apologized. My dear brother, please forgive me. I had to keep up my word. That's why I did this. И тогда он стал извиняться, он сказал, дорогой брат, прости меня, что я тебе все это сказал, я должен был тебя убить, и я поэтому решил вот так вот оскорблениями тебя убить. Okay, we go to any comments or questions? Есть какие-то вопросы или добавления по этому стиху? Okay, we go to 36. Avachya vadhamscha bahun vadishyanti tavahita nindantastava samartyam tato dukkha taram nukim. Mataji, you have skipped 35. Oh, okay. Bhayadranad uparatham mamsyante tvam maharataha yesham chatvam bahumatu bhutva yasyasi laghavam. 35 текст. Великие военачальники, которые были о тебе столь высокого мнения, решат, что только страх заставил тебя покинуть поле боя и сочтут тебя ничтожным. Комментарий. Господь Кришна продолжает увещевать Арджуну. Не рассчитывай, что такие великие воины, как Дурьодана, Карна и другие твои ровесники поверят, будто ты отказался сражаться из жалости к братьям и деду. Они скажут, что ты сделал из страха за собственную жизнь. Так ты навсегда лишишься их уважения. So Krishna understood Arjuna. That would be worst. Suppose he just went away thinking that he did not kill them, but the very fact that everyone would look down on him and laugh at him, that would make him very, very sad. Кришна здесь пытается до Арджуны донести мысль, что ты, конечно, Арджуна, можешь покинуть поле боя, но другие будут тебя позорить и критиковать, это будет для тебя невыносимо. Can you read out that note for verse 35? Примечание к стиху. Когда Яшаманта Сена
главнокомандующий Аурангзеба вернулся домой после проигранного сражения, его жена не позволила охране впустить его. Она сказала, что если это действительно ее муж, то он либо победил в сражении, либо уже лежит на поле боя мертвым. А тот, кто сейчас стучится в дверь, притворщик. Таков кшатрийский дух. So you see, it's very, very strong that even not just the Kshatriya, but even the women have that same spirit. Так что, видите, этот дух, он присущ не только кшатриям, но еще и женщинам-кшатрийкам. Okay. And we know even in the modern times when a warrior's family feels very proud about, even if some member of their, family who's a warrior gave up his life fighting for the country, then they feel very proud of him. Даже в наши дни, если какой-то солдат погибает на поле битвы, то его родные и близкие очень гордятся им как героем. Okay. 36 to 37. We'll do one, just last verse? Or no? In this section, there is also 38. I think we can manage. Yeah. Can we finish that? Or is it? У нас вот в этом разделе по 38 стих, то есть нам сейчас надо 36, 37, 38. Сейчас я пробую. Можем мы это еще там, не знаю, может там 5-7 минут? Да? Я думаю, что да. Yes, we can. Okay. Avachyavad, no. Hato va prapsyasi swargam jitva va bhokshyasi mahim tasmad uttishta kaunteya yuddhaya kritanishchaya. We have again skipped a verse, now it's 36. Oh. Okay. Avachyavadamsya bahun vadishyanti tavahita nindantastava samartyam tato dukataram nukim. Стих 36. Враги станут хулить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительнее этого? Комментарий. Сначала Господь Кришна был поражен неуместным призывом Арджуны к состраданию и назвал его чувства недостойными ариев. Теперь с помощью многочисленных доводов он доказал, что был прав в оценке ложного страдания Арджуны. And we'll do one more and then discuss. Hato va prapsyasi swargam jitva va bhokshyase mahim tasmad uttishta kaunteya yuddhaya kritanishchaya. Стих 37. О сын Кунти, либо ты погибнешь в бою, достигнешь райских планет, либо победишь и будешь наслаждаться земным царством. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся. Комментарий. Хотя Арджуна не был уверен в победе, ему все равно следовало сражаться, ибо даже если он погибнет в бою, то несется на райские планеты. There is, can you read the commentary? 36, 37. Примечание к этим двум стихам. Согласно принципу свадхармы, долг кшатрия состоит в том, чтобы сражаться и убивать на поле боя. Но если человек в бою испытывает жалость, то он подобен девочке-танцовщице, которая, взойдя на сцену, начала стесняться. Почему это стеснение? Она должна танцевать свободно, непринужденно, но это будет засчитано ей в заслугу. Также поле боя не место для проявления страдания. Страдание здесь просто неуместно. So this is a quotation of Srila Prabhupada. Это из комментариев Шрила Прабхупады. So he's saying that if a person who is a dancer and it's her duty to go and dance on the stage, and after going there, if she acts very shy, then that's it doesn't fit. Здесь смысл в том, что если девочка занимается танцами и выступает на сцене, она должна танцевать свободно, непринужденно, а если она выходит и начинает стесняться, ну какая же она танцовщица? So Kshatriya, if he tries to act like a Brahmana, then that is not correct. If he goes to the battlefield and says that, oh, I'm feeling very sad, I don't want to kill, then that's not creditable for him. Так как кшатрий, если он на поле битвы начинает вести себя как браман, то есть всех жалеть, ну это будет неподобающее поведение. So you see, in those days, they gave judgment according to each one's varnash and ashrama. Whereas in today's world, they don't consider all that same law for everyone. Мы видим, что в былые времена очень сильно различались обязанности людей разных варн и ашрамов. Это очень отличается от наших дней, когда один закон для всех. Okay, last verse for today.
Sukha-dukha same kritva labha-labhau jaya-jayau tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi. Последний стих на сегодня, 38-й. «Сражайся во имя сражения, и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Действуй так, ты никогда не навлечешь на себя греха». Комментарий. Господь Кришна прямо говорит Арджуне, что тот должен сражаться просто ради сражения, поскольку этой битвы желает сам Господь. Человек, действующий в сознании Кришны, не думает о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Тот, кто считает, что вся его деятельность должна быть направлена на удовлетворение Кришны, обладает божественным сознанием, поэтому его поступки не являются материальными и не влекут за собой кармических последствий. Тот же, кто действует ради удовлетворения собственных желаний, независимо от того, находится ли он под влиянием благости или страсти, рано или поздно пожнет плоды своих поступков, как хороших, так и дурных. Если человек целиком посвятил себя деятельности сознания Кришны, он освобождается от всех долгов и обязательств, которые связывают обыкновенных людей. Деварши Бутаптан Ринам Питринам Накин Курунаям Рини Чараджан Сарватманая Шаранам Шараньям Гатвуму Кундам Парихритя Картам. Тот, кто безраздельно посвятил себя служению Кришне, Мукунде и сложил в себя все остальные обязанности, больше никому ничего не должен, ни полубогам, ни мудрецам, ни обыкновенным живым существам, ни своим родственникам, ни человечеству, ни предкам. Бхагаватам 11.5.41. Вот на что Кришна намекает здесь Арджуне, а более ясно это будет изложено в последующих стихах. So Krishna is taking a different approach here. In the previous verses, he was trying to tell him that you will get either the kingdom or the heavenly planet. So that is for material enjoyment. But here he is talking about even, from a spiritual perspective, even then you must fight. Мы видим, что Кришна меняет здесь аргументацию. Если в предыдущих стихах он апеллировал к каким-то материальным вещам, то есть или ты насладишься царством, если ты победишь, или вознесешься на райские планеты, то здесь он уже апеллирует к духовным вещам, он говорит, что ты не навлечешь греха, если будешь сражаться. So normally we know it's very difficult not to mind about happiness, distress, joy, defeat, defeat or gain like that. But how can we do that? Мы знаем, что обычно не просто исполнять свои обязанности, не обращая внимания на счастье или несчастье, победу или поражение. Но как, будучи в сознании Кришны, можно все-таки это сделать? Vrindavan Biharni Mataji. Оставаться в сознании Кришны, то есть выполнять свой долг и выполнять ту деятельность, которая направлена на удовлетворение Кришны, да, и We should remain Krishna conscious and perform those activities who are aimed at satisfaction of Krishna. не ради удовлетворения своих желаний. Not to satisfy our own desires. Yes. And so Chaitanya Mahaprabhu made it easy for us to develop love for Krishna by Читание Махапрабху упростил для нас это все. Он позволил легко развить себе любовь к Кришне. And so when we chant Hare Krishna and do the duties, then somehow we can continue even if it's not, doesn't always happen the way we want. Если мы повторяем Харе Кришна и выполняем свои обязанности, то даже если все складывается не самым для нас желанным образом, все равно как-то удается продолжать. Right? Sometimes devotees don't mind even if there is suffering sometimes because they think that Krishna is I'm pleasing Krishna. Даже если страдания какие-то приходят, преданные как-то не очень расстраиваются, что они понимают, что служат Кришне, и Кришна доволен ими. What freedom do we get by acting in this consciousness? Какой вид свободы мы приобретаем, действуя в таком состоянии сознания? Или если по тексту, от чего мы освобождаемся, скорее тут правильно сказать. Кришна, освобождаемся. Если человек целиком посвятил себя деятельностью сознания Кришны, он
освобождается от долгов и обязательств, которыми связывают личные люди. He who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor he is a debtor to anyone, as one is in the ordinary course of activities. Ну, от влияния гун. He is, besides, he is got freed from the influence of the modes of nature. Yes, thank you. And is it all right if we renounce our material duties irresponsibly? Хорошо ли это, если мы просто безответственно отрекаемся от наших обязанностей? И почему? And why? Мгм. Prabhu, can you read the hint? What is there? Здесь подсказка есть. Отказываясь от материальных обязанностей под предлогом того, что мы уже находимся на трансцендентном, в кавычках, уровне, можно навлечь на себя грех. Лишь в том случае, если мы полностью действуем в сознании Кришны, мы должны отдавать предпочтение нашим духовным обязанностям, и то лишь одобрение своего духовного учителя. В остальных случаях нам просто необходимо продолжать выполнять материальные обязанности в духе искреннего желания удовлетворить Кришну. Единственным критерием правильности наших действий будет удовлетворение Господа. В таком случае мы сможем испытать истинное счастье, независимо от победы или поражения, счастья или горя. Okay. So in the text 11 to also the overview, can you read? И обзор этого отрывка прочитаем. В стихах с 11 по 30 Кришна описывает гьяну как способность проводить различия между душой и телом, между материей и духом. Принципы гьяна-йоги очень схожи с принципами санхи-йоги, метода аналитического изучения материи и духа. Для того, чтобы следовать любому из этих путей, следует отречься от всей материальной деятельности и погрузиться в медитацию. Однако Кришна постоянно говорит Арджуне совсем о другом. Он призывает его действовать в духе отрешения, но не отрекаться ни от какой деятельности. Все это будет описано в следующих стихах. Actually, because of that, Arjuna will be confused. In the 3rd chapter, we'll see, because Krishna is saying we are not the body, we are the soul, all this is temporary. And then, but he's asking Arjuna to fight. So Arjuna says, if everything is temporary and we are only souls, why are you asking me to take part in this material activity of war? На самом деле, услышав это все, Арджуна приходит в еще большее смятение, потому что, с одной стороны, Кришна призывает его сражаться, с другой стороны, он ему проповедует, что мы не тело, мы душа. Because to get jnana yoga, that we are self-realization, you have to give up all work. But Krishna is saying work. Чтобы заниматься гьяна-йогой и через нее постичь себя, нужно отказаться от деятельности, перестать работать. А Кришна призывает Арджуну к деятельности. So that is what karma yoga he will keep describing. How we have to work with knowledge. Jnana with work is karma yoga. И это называется карма-йога. И дальше пойдет речь об этом. Деятельность, выполняемая сознанием, гьяна, называется карма-йога. And Krishna will prove that that is better than this jnana yoga. И в последующих стихах Кришна докажет превосходство карма-йоги над гьяна-йогой. Because in jnana yoga, you don't have to do it for Krishna. Потому что гьяна-йогой можно заниматься и не для Кришны. And it becomes very difficult when you have to control your senses and become very self-controlled and so on. И прямо скажем, заниматься и непросто, потому что нужно безукоризненно владеть своими чувствами. But in karma yoga, you have Krishna, there is emotion. And so that gives us, and also Krishna is helping us. He gives us the strength. А в карма-йоге есть Кришна, есть эмоции. Кроме того, есть помощь от Кришны, и Кришна дает нам силы, чтобы заниматься ей. And so that is also more pleasing to Krishna. И карма-йога, она более приятна Кришне. Okay. So there is homework questions. Maybe they can at least, read the chapter so far, and maybe, they can write down. Can you read out those two questions? Домашнее задание, вот оно по предыдущим стихам, по вот этому блоку стихов. Желающие могут его сделать. Домашнее задание, тут 2 задания. Первое, приведите аргументы, которые используют Майявади, чтобы доказать, что Бог не личность. Какими из стихов, приведенных выше, можно опровергнуть их аргументы? И второе,
В чем различие между двумя видами свадхармы? Приведите примеры из жизни. So, okay. Because this chapter is very important, especially when we are guiding new devotees. They don't know, what's the correct thing to do, whether material, spiritual, and all that. So, Эта глава очень важна для проповеди начинающим преданным, потому что они порой не понимают, где материальные обязанности, где духовные, как это можно совместить. and more or less everyone thinks that we are to renounce. Krishna consciousness means renunciation. И, как правило, всех начинает коренить в отречение, потому что осознание Кришны для них ассоциируется с отречением. Yes, any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? Можно вопрос? Задавайте. Кришна советует сражаться Арджуне, и он в этом случае попадет на райские планеты. Но вопрос, он же выполняет наставления Кришны, а почему на райские, почему не на духовные? Krishna is inspiring Arjuna to fight and to attain heavenly planets. Why heavenly planets, not spiritual planets? It's Krishna who is telling him. Yes, because Krishna was trying to checkmate Arjuna. He's saying, even if you say like that, even if you're a materialist, you should fight. Even if you're a spiritualist, you must fight. Ну, потому что Кришна на примере Арджуны разные аргументы разбивает. Он говорит, ну, если ты как материалист рассуждаешь, по таким-то причинам должен сражаться. Если ты как духовный человек рассуждаешь, вот аргументы, почему ты все равно должен сражаться. Even if you're an atheist, you should fight. И даже если ты атеист, ты все равно должен сражаться вот по таким-то причинам. Because he said, anyway, everything is over when you die, so why you attached to the body? Ну, даже если ты атеист, все равно рано или поздно все мы умрем и все потеряем. Зачем тогда привязанность к телу поддерживать? And then as a pure devotee also, he said, you should fight because I want you to fight. А в терминах чистого преданного служения он ему говорит, ты должен сражаться, потому что я тебе говорю сражаться. So Arjuna had no excuse not to fight. Так что Арджуна просто не было варианта не сражаться. Okay. Thank you. I think we have to stop. I just wanted to ask regarding next week. Can we have as last week Monday Bhagavatam class and Friday? Bhagavatam on Monday. On Monday and Friday Gita, like this week. Okay, fine. Где преданные, у нас в понедельник в 7 утра будет занятие по Бхагаватам с Маджи Према Падмини в 7 утра, а в пятницу опять по Бхагават-гите. Пожалуйста, присоединяйтесь, приглашайте друзей, знакомых. Okay. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita Granth Raj ki jai. Thank you so much, Mataji. Да. Харе Кришна, спасибо большое. Спасибо. Шачная Прабhu, ну я договорился на следующей неделе, все нормально, да, на понедельник и пятницу? Ага. Ну все, спасибо вам, я отключаюсь тогда. Хари Богу.